Добрый вечер, дорогие друзья! Вы снова на канале Конспиролог. И мы сейчас будем с вами проводить расследование по тем новостям, которые были актуальными на этой неделе. Я всех вас очень рад видеть. Обязательно поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно, хорошо видно, чтобы не тратить время на, так сказать, техническую часть вопроса. Тем самым вы дадите понять, что все хорошо. А я тем временем, по традиции, беру ссылку на стрим. И что делаю правильно? Я ее копирую в наш телеграм-канал, на который вы, если бы были подписаны, то также получали бы там своевременные уведомления, потому что, как правило, стримы плавающие. Бывает, что в субботу, в основном, конечно, в воскресенье, но в разное время. Итак, дорогие друзья, мы начинаем, тем более, что очень много интереснейших новостей, очень много инфоповодов, так называемых, которые нам с вами не просто следует обсудить, а провести, называется, глубокую аналитику, причем совместно. Не только я, но и вы, как зрители канала, как люди, которые также пытаются разобраться в происходящем. Друзья, я всегда говорил, что стримы лично для меня, не знаю, как для других участников Ютуба, для других там блогеров, но для меня стрим — это всегда командная работа. Первая часть, я сообщаю вам, на мой взгляд, самые актуальные, интересные новости по нашей с вами теме. А вторая часть, наиболее для меня интересная, где вы уже делитесь своим мнением, где вы отправляете ссылки на различные интересные материалы, либо просто пишете о них в чате, и где вы, что самое главное, рассказываете инсайдерскую информацию о том, что в вашем регионе происходит или в вашей стране. Яркий пример, далеко ходить не надо. Кто смотрел недавний выпуск с Игорем Кульковым, он там в самом конце говорит: а у нас в городе ограничили количество банкоматов, которые выдают наличку. То есть постепенная борьба с наличными. Где вы такую информацию знаете? Я пытался перелопатил, точнее, если бы, я уверен, если бы я пытался перелопатить интернет на предмет вот этой новости в небольшом, допустим, городе, где Игорь Кульков живет, вряд ли бы я нашел эту информацию. Понимаете, в чем дело? И это ценно. И так каждый из вас может поделиться либо той информацией, которая не доходит до СМИ, либо той информацией, которая никогда туда не дойдет по разным причинам. Ну что же, дорогие друзья, мы начинаем. А ссылка на Telegram, как всегда, отправляется в чат и закрепляется на самом верху, так что вы без труда сможете вернуться, если что, и подписаться. Более того, для тех, кто смотрит стрим в записи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Ну что же, теперь к новостям, дорогие друзья, мы сейчас переходим. И первое, на что хочу обратить ваше внимание, а вы знаете, что это новости за неделю, да, я собираю. Даже не знаю, друзья, очень много всего. Я постарался выбрать самое-самое. Ну, во-первых, друзья, как вы знаете, мы это часто обсуждали с вами, и с гостями канала. Дональд Трамп вступил в должность президента. И вот что интересно. Вот что интересно. Незадолго до этого, до того, как эта информация просочилась в прессу, значит, вот что об этом написали высокопоставленные европейские чиновники. Они сообщили арабским СМИ, что Израиль планирует в ближайшее время нанести удар по ядерным объектам Ирана. И все это произойдет вот в ближайшее время, после того, как Трамп вступит в должность. Наблюдаем, смотрим. Друзья, несмотря на то, что Трамп говорит многим, что он якобы миротворец, он продолжает поставлять вооружение Тайваню, поддерживать Израиль. Поэтому очень сложно сказать, почему он себя так называет. Следующая новость, к которой мы с вами переходим. Но самая интересная новость, друзья, досидите до конца стрима, самая интересная новость про угрозу ядерных атак в Нью-Йорке, на секундочку. Обязательно это обсудим. Итак, следующая новость. Следующая новость, друзья мои, о
о размещении США модернизированного ядерного оружия в Европе. По словам директора Национального управления по ядерной безопасности Джилла Хруби, США завершили установку своего основного термоядерного оружия на военных базах по всей Европе. Хотя она не уточнила термин «полное передовое развертывание», предыдущие варианты Б-61 хранились в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции в рамках программы ядерного обмена НАТО. По оценкам Москвы, по всей Европе развернуто не менее 150 таких бомб, что снижает ядерный порог. Вы можете себе такое представить, друзья? 150 боеголовок в Европе. Это очень серьезная накачка, но вы и так знаете, что давным-давно все это идет. Европа, особенно Польша, накачивается вооружением. Для чего? Интересно, для чего? Конечно же, для будущих каких-то военных действий. Итак, друзья, переходим к следующей новости. Трамп известен своими эксцентричными, не побоюсь этого слова, заявлениями и обещаниями. От рассекречивания данных об НЛО до различных других интересных тем. И как раз-таки следующее не будет исключением в этом плане. Пока я вывожу лицо Трампа на ваши дисплеи, скорее всего, смартфонов, так как статистика YouTube показывает, что именно на смартфонах большая часть аудитории смотрит стрим. Напишите, как вы думаете, о чем пойдет речь? Ну, свое предположение в комментариях. Я потом прочитаю. Вы знаете, что я читаю, стараюсь читать все комментарии. Итак, друзья, о чем заявил господин Дональд Трамп? Он пообещал в ближайшее время рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Он сообщил, что в ближайшие дни мы опубликуем засекреченные записи об гибели президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Ну, как вы думаете, для чего это делается? Даю подсказку. Политический шаг, чтобы повысить к себе доверие. Ну, конечно. Как можно доверять человеку, который, заявляя, что он миротворец, поддерживает и копеечкой, и вооружением тот же Израиль, который проводит, мягко говоря, агрессивную политику на Ближнем Востоке? Или, например, Тайвань, у которого территориальные споры с Китаем, если уж так выражаться более официально. Вот и придумал, что сказать, так сказать, про устранение Джона Кеннеди. И не факт, что эти данные будут относиться к реалиям, то есть что это будет действительно правдивая информация. Как всегда, ежегодно, да, это, друзья, если что, ежегодное мероприятие, в Давосе проходит форум Всемирный экономический, тот самый, на котором придумываются различные очень интересные и не очень инициативы, которые так или иначе, возможно, касаются будущего очень многих людей, да, потому что это глобалистическая организация, где представители присутствуют из разных стран. И о чем же они поведали в этом году? Ну, давайте. У кого какие предположения? О чем же они хотели нам сказать в этом году? Ладно, давайте не буду вас томить. Итак, друзья, на Всемирном экономическом форуме призывают бороться с, в кавычках, дезинформацией в интернете. Итак, в документе ВЭФ говорится о вооруженном конфликте, окружающей среде и дезинформации как о главных угрозах этого года. В докладе ВЭФ «Дезинформация» описывается как постоянная угроза сплоченности общества и управления, подрывающая доверие и даже усугубляющая разногласия внутри стран и между ними, а также усложняющая способы сотрудничества по прекращению международных кризисов. Это, смотрите, друзья мои, вот просто чтобы вы понимали. Независимые журналисты, блогеры со всего мира, которые пытаются доносить до людей правду все эти годы, в том числе про модные процедуры, создали серьезную угрозу глобалистическим структурам в том плане, что они пока не могут на официальном уровне, так же как и построить единое мировое правительство, которому все официально будут подчиняться, они пока что не имеют законного права, чтобы лишить людей
исследовать непрепарированную информацию, то есть они пока не могут официально ввести везде цензуру. Но поверьте мне, если они об этом уже сейчас говорят, и вот на вот этой повестке все это стоит, это перспектива ближайшего будущего. То есть вы можете, вот благодаря таким новостям, вы понимаете, что независимая журналистика, люди, которые говорят о том, что на самом деле происходит, они сильно им наступают на хвост. Наверное, с чешуей, да, рептильной такой. Иначе этой повестки бы просто не было. Они просто бы взяли силовым путем, запретили бы, скажем так, выражать инакомыслие по отношению к официальной пропаганде, и все на этом. Этого пока не было сделано. Это говорит о том, что пока не могут. Пока не могут. Могли бы. Вы что думаете, не сделали бы? Если бы они еще раз хотели нас закрыть, что не сделали бы, что ли? Конечно бы сделали. Не могут. Пока что не могут. По объективным причинам абсолютно. Потому что мир, который они создали там несколько десятилетий назад, в котором мы сейчас живем, он не такой простой. Но они хотят его упростить, создав вот этот самый цифровой феодализм, где все будет очень просто. Рабы и хозяева. Понимаете? Это да, это их идея фикс. Сейчас немножко сложновато с этим. Есть еще крупица псевдо вот этой, ну даже не демократии, а псевдосвободы, скажем так. Это пока есть. Но, друзья мои, как вы видите, по заявлениям этих людей, до конца осталось недолго в этом плане. Как они это представляют себе. И, кстати, сегодня будет еще одна новость, которая об этом же свидетельствует, что они реально нацелились на вот эту вот политику на международном уровне. Вы чуть позже поймете, почему. Ну, я, собственно, и предоставлю еще одну новость по этому вопросу. Ну, еще раз. Старина Дональд мелькает на ваших дисплеях. Трамп подписывает указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Подпись Трампа под этим указом была лишь одной из многих, которыми он занимался с момента приведения к присяге в понедельник. Вот давайте зададимся вопросом. Вы что думаете, Трамп будет играть против глобалистов? Нет. Это один из шагов, который показывает, что вот якобы я с вами, я сейчас глобалистов буду мочить, я сейчас буду с ними разбираться. Вы серьезно думаете, что если бы глобалисты новый спектакль начали, а Дональд бы такой, нет, я сопротивляюсь, он бы долго протянул? Конечно, нет. Я так понимаю, что все эти популистские законы нацелены лишь на одно. На то, чтобы пока что отвлекать внимание и нарабатывать политические очки. Более того, друзья, я вообще не исключаю такого варианта, что, допустим, Дональд сейчас подписал якобы соглашение о выходе. Допустим, январь-февраль или март, какая-то супер лютая хворь приходит, и Дональд такой говорит, не, давайте обратно в ВОЗ, мы не справимся сами. Вы что думаете, такого не может быть? Вспомните его предыдущее президентство. Он там вообще на 180 градусов постоянно менял свои решения. Я не исключаю, что такое может быть. Он может к нации обратиться и сказать, вы знаете, нет, я был неправ, это очень серьезный шаг, сейчас мы должны быть сплочены как никогда, поэтому я принял решение снова вернуться в ВОЗ, потому что они предлагают действительно рабочие варианты. Вот не исключая вообще такого варианта, абсолютно. Не исключая такого поворота. Извиняюсь за тавтологию. Да, собственно, почему я и люблю стримы проводить пораньше, в субботу или воскресенье, ну, то есть до 5 вечера, потому что к вечеру уже голова соображает хуже, чем утром и днем. Я вообще жаворонок, я люблю рано ложиться, рано вставать, тогда производительность, как бы КПД моего интеллекта гораздо выше. У всех людей по-разному. Итак, следующая новость, друзья, к которой мы переходим. Тоже касается одной из центральных тем глобалистической повестки. Конечно же, друзья мои, это удаленный доступ к святая святых человеческому разуму, да, над которым они пытаются манипулировать пока посредством немножко других технологий, которые на него воздействуют через сознание, подсознание, но они хотят напрямую. Именно поэтому, друзья, имплантант, улучшающий настроение, начнут тестировать в Великобритании. Это устройство может помочь в лечении депрессии, эпилепсии, обсессивно-компульсивного расстройства и зависимостей. Национальная служба здравоохранения Великобритании в марте этого года проведет испытание имплантанта, способного
напрямую влиять на активность мозга и улучшать настроение пациентов. Об этом сообщает издание Guardian. Ну что, Илон Маск, да, в этой же компании, совершенно верно. Он тоже как бы за вот эту всю историю. А вы думали? Конечно, конечно, конечно. Здесь, как говорится, они не забывают про свою повестку и еще не раз дадут нам это понять. Ну, я думаю, что вы и так прекрасно это понимаете. Все это рекламируется и пропагандируется с очень заметной периодичностью. Следующая новость, к которой мы с вами переходим, касается другой не менее важной темы. Я, честно говоря, не понимаю, как они так спешат. Видимо, к 2030 году очень хотят успеть, но повестка прямо бешеная. Разогнались очень серьезно. Итак, стало известно о создании спецслужбой ЦРУ цифровых копий мировых лидеров. По данным издания New York Times, цифровые копии политиков разрабатывались в течение 2 лет на основе данных о поведении глав государств и представителей важных ведомств. Нейросеть систематизировала информацию о них, в том числе секретную, и создала виртуальных двойников мировых лидеров. Сотрудники ЦРУ теперь могут задавать любые вопросы виртуальным клонам с помощью чат-бота и получать от них подробные разъяснения. Друзья, вы вообще понимаете, о чем говорится в этой новости, насколько эта информация важна? Представьте, что, допустим, те же ЦРУ захотят провести какую-то провокацию. Возьмут цифровой двойник президента, и президент сделает какое-то очень важное заявление. То есть, я просто не понимаю, как спецслужба может в таком расписываться. То есть мы с вами, как конспирологи, можем такое предположить, но это официальная новость. Зачем они об этом говорят? Или их повестка вышла на настолько уже очевидный уровень, что они в открытую просто заявляют, вот мы вот это будем делать. Вот это, вот это, вот это. Вы представляете, насколько это серьезно? Я вот был шокирован, когда читал об этой новости. То есть они получают монополию на то, чтобы, возможно, даже сфальсифицировать заявление какого-то президента, например. Я уже не говорю о том, какие они данные там получили. Но, друзья мои, давайте вот посмотрим на это с другой еще стороны. Учитывая, что сами, так сказать, мировые лидеры не просто так и поставлены туда серьезной теневой закулисой, то есть они сами по себе люди не подневольные, зачем спецслужбам, зная это, вот это делать? Тоже вопрос, знаете ли, интересный. Может быть, для того, чтобы потом сказать, что некие злоумышленники взломали базу данных ЦРУ, использовали цифровой двойник и какое-то там заявление, например, от лица того или иного президента, например, сделали. Такое тоже может быть, но это лишь моя фантазия, мои предположения. Далее тоже интересная новость. Помните того самого аналитика из Нидерландов Фрэнка Хубербица, который предсказал землетрясение в Турции? Так вот, он снова предполагает, что в ближайшее время может тоже якобы произойти что-то подобное в Восточной Африке, на востоке Турции. Могут быть подвержены землетрясению Греция, Ближний Восток, Аляска, западное побережье Северной Америки, в том числе Южная Калифорния, где вот сейчас бушевали пожары, или бушуют еще. Не следил за этим. С вероятностью 50%, да, это 50% это, конечно, немного, 50%, друзья, это или-или. Но меня эта новость привлекла тем, что человек в прошлый раз смог предугадать бедствие в Турции, очень серьезное, которое, скорее всего, было как-то искусственно спровоцировано. Следующая новость, друзья, сообщает нам о том, что истинная цель-то, возможно, по которой устроили пожары в Лос-Анджелесе, заключается, собственно, в том, что есть у них, у глобалистических структур, такая потребность там построить 15-минутные города. И это не какая-то теория заговора, да, это не мое предположение даже не мое предположение.
Хотя я мог бы так предположить по одной простой причине. Перед тем, как пожары произошли на Гавайях, им предлагали местным жителям уйти с этих земель или вот принять концепцию умных городов, на что последовал отказ местных жителей и произошло то, что произошло. Очень странные пожары, в которых сгорели только дома, а вокруг зеленая трава и все в порядке. Собственно, на основе только уже вот этого я бы мог предположить о том, что это было специально сделано для той же цели. Но меня опередил всего губернатор Калифорнии нынешний. Что он говорит? Да, его зовут Гэвин Ньюсом. Он объявил о крупном проекте по восстановлению Лос-Анджелеса под названием LA 2.0. Он планирует мобилизовать чиновников, бизнесменов и профсоюзы для реализации трансформации города, направленной на подготовку к Олимпиаде. Ньюсом упоминает о необходимости создания умных 15-минутных городов и предполагает, что ему потребуется федеральная поддержка. Аналогичные события, друзья, как вы знаете, да, происходили и на Гавайях. Вот и все. Что и требовалось доказать. А теперь, так, сейчас посмотрю, сколько у нас остается до второй части стрима новостей. Много. 12. Ладно, давайте, значит, оставим на самое сладкое ту новость, самую интересную новость про возможные ядерные атаки в Нью-Йорке мы оставим напоследок. Напоследок мы оставим. Так что смотрите до этого момента. Итак, следующая новость. Как вы знаете, Трамп, он ярый противник нелегальной миграции. Уже в первые там часы вступления его в должность у людей, у потенциальных мигрантов, которые находились на границе с Мексикой, просто перестали работать приложения, с помощью которых они могли легально попасть там на территорию США. Но если даже точнее сказать, Трамп, он сторонник борьбы не только с нелегальной миграцией, он в целом вообще против миграционной политики, которая проводилась блоком Байдена, да? Он был против этого. И чем, собственно, привлекал многих избирателей, да, коренных американцев, которым вот эта вся история миграционная уже просто осточертела. Вот. И, собственно, следующая новость. Собирается на границе с Мексикой, друзья, военный контингент от Пентагона. Туда перебрасывается 1500 военнослужащих. Экстраординарный шаг президента Дональда Трампа по восстановлению национальной безопасности начался в понедельник с серии указов об иммиграции. Ко вторнику пограничный царь Том Хоман подтвердил, что масштабные рейды против преступных нелегальных мигрантов уже начались. Теперь, как сообщает Пентагон, готовятся в ближайшие дни развернуть более 1000 действующих военнослужащих для обеспечения безопасности южной границы. В общем, взялись серьезно за эту тематику. Какие там могут быть стычки и какое гражданское противостояние, это только предстоит нам узнать в ближайшем будущем. Там еще и Техас недалеко, который славится своими, так сказать, своим инакомыслием по отношению к действующей власти всегда, как правило. А далее интересная новость приходит из России. И, друзья, вот давайте сейчас просто даже с позиции обывателя попытаемся рассмотреть эту новость, да, не с точки зрения конспиролога, какого-то аналитика, там, который там уже несколько лет занимается изучением этих вопросов, а просто давайте, вот я там дядь Леша, допустим, да, я там прихожу с работы, закидываю ноги на что? На стол, открываю баночку пенного или бутылочку наливаю, включаю телек и такой, опа, и новость мне. Государственную статистику в России засекретят под предлогом защиты от санкций. Правительство приостановит публикацию госстатистики и данных Росстата для защиты от санкций со стороны недружественных стран, следует из утверждения стратегии развития системы статистики до 2030 года. У меня один вопрос. От того, сколько у нас реально населения осталось, сколько у нас закрылось или открылось школ, как вообще могут зависеть санкции? На мой взгляд, как
обывателя простого, да, дяди Лёши, который любит пивко вечером выпить. У меня вопрос. А вот я, как гражданин, неужели из этих официальных источников не имею права получать достоверную информацию? Ведь это же, так сказать, люди там, ну там, налоги, да, там на это все и так далее. Ну и в целом, как бы, почему секрет? В чем здесь опасность того, что там кто-то где-то будет знать, сколько у нас там одного, всего другого? Вот в чем конкретная опасность? Мне видится, что здесь опасность скорее для того, чтобы люди, граждане не знали о том, сколько там на самом деле того-то, того-то, того-то. Но я не вижу я не вижу другого логичного объяснения этому. Вот зачем внутренняя статистика кому бы то ни было из других стран, понимаете? В конце концов, если, допустим, какая-то из стран западных, к примеру, захочет дискредитировать Россию на международной арене, кто им мешает соврать о каких-то цифрах, как это обычно и делается? Ну кто мешает? Кто? Вообще в легкую. Мы же видели, сколько всего, сколько клеветы, сколько много всего было со стороны западных стран и не только. Они могут это из пальца высосать. А зачем засекречивать? Ну, странно, очень странно, друзья. Напишите, если у вас есть мнение, зачем. То есть какую-то это имеет практическую ценность, как это может защитить, не знаю. Очень для меня это спорный вопрос. Следующая новость, друзья, коротко, потому что новостей еще достаточно. Ученые ВЭФ Всемирного экономического форума представили наночастицы, способные дистанционно контролировать разум. Ученые из Института фундаментальных наук IBS в Южной Корее разработали новый способ управления разумом мышей, манипулируя активируемыми наночастицами внутри мозга с помощью внешнего магнитного поля. Друзья, мне это очень напоминает манипуляции с графеном. Там же тоже идет взаимодействие с электромагнитным полем. Очень любопытные совпадения. Следующая новость, к которой мы тоже стараемся перейти достаточно оперативно, потому что сегодня воскресенье, я ценю ваше время, многим из вас завтра на работу, кто на пятидневке, да и в целом, друзья, надо пораньше спать ложиться, чтобы себя хорошо чувствовать. Говорю себе почти каждый день, но не всегда выполняю. Итак. В России правительство разрешило подтверждать возраст при покупке энергетиков с помощью биометрии. Значит, будет расширено количество услуг и сервисов, которые можно будет получить с помощью мобильного приложения госуслуги биометрия. В том числе предусмотрена возможность подтверждения гражданином своего совершеннолетия при покупке энергетиков, как говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Вот так вот. Да? Я не буду сейчас выдавать какую-то тираду о безопасности личных данных на тех же госуслугах. Вы и так прекрасно знаете, как там дела обстоят. Вот, поэтому оставлю это для вашего комментирования. А теперь, друзья, тоже вот очень интересная и любопытная новость, которая приходит из США и снова от Дональда Трампа. Информация. И мне очень интересно, как это будет обыграно в дальнейшем. Вот эти вот все меры, которые он принимает. Что же он такого сделает, что сейчас такие поблажки нам всем втюхивает? Ну, в основном, конечно, американцам. Итак, Трамп подписал указ о запрете, внимание, цифровых валют центральных банков, то есть CBDC. По данным Fox Business, указ Трампа запрещает агентствам создавать, выпускать или продвигать цифровые валюты центральных банков и обязывает другие федеральные агентства и департаменты предоставлять группе рекомендаций относительно правил регулирования цифровых активов, которые следует отменить или заменить. Расшифровываю. Давайте еще раз пройдемся. Запрещает агентствам создавать и выпускать или продвигать цифровые валюты центральных банков. О чем это может говорить? Ну, к примеру, это может говорить о том, что только центральные банки смогут имитировать цифровые валюты, что никакая другая организация этого сделать не сможет, как вариант. Потому что запретить он не может цифровые валюты. Это один из просто топ, наверное, если не самый главный, один из самых главных проектов глобалистов. Скорее всего, речь идет об этом, но чуть дальше, когда пройдет немного времени, мы с вами точно сможем проанализировать, так или не так. Переходим к следующей новости. Мы с вами
Дорогие мои друзья, в какое мы с вами живем время. Даже сериалы и фильмы не надо смотреть. Самый интересный сериал и фильм разворачивается прямо сегодня на наших глазах. И называется он «Реальная жизнь». Кстати, вы тоже участвуете, если что. Но кто-то участвует в роли NPC или, так сказать, бота, как это современным языком принято говорить, а кто-то, вот как вот такие персонажи типа Ларри Эллисона, миллиардера вот этого, они вот кое-что другое делают. Итак, друзья, пользователи социальных сетей в ужасе от оруэлловских заявлений миллиардера Ларри Эллисона, соучредителя компании разработчика программного обеспечения Oracle. Леденящие душу заявления, сделанные в сентябре в рамках основного доклада о введении стратегии Oracle Cloud World 2024, вращаются вокруг постоянного наблюдения за каждым человеком, предиктивной полиции с использованием искусственного интеллекта, то есть когда они предугадывают преступление до его совершения якобы, и использование беспилотников в качестве охранников, да, для слежки за людьми. И смотрите, он это заявление сделал аж в сентябре, а волна негодования и осуждения только сейчас докатилась. И знаете, я очень рад, что люди не оставляют без внимания заявления таких серьезных людей. Это должно выводиться во всеобщее поле, чтобы как можно больше народу узнавало, что эти планы вот таких сверхбогачей очень серьезно расходятся с нашими с вами интересами. Чем больше людей будут узнавать, тем лучше. Даже если это дядя Леша, который любит вечером пивка попить. Премьер-министр Испании Педро Санчес призывает положить конец онлайн-анонимности, связав социальные сети с цифровым удостоверением личности. Санчес хочет положить не просто конец этому, но он хочет, так сказать, полностью это дело легализовать и, собственно, заменив вот тот уровень допуска, да, который сейчас есть, на нечто, что будет регламентироваться, например, цифровым удостоверением личности или цифровым паспортом, да, как это называется сейчас. Поэтому, что могу сказать? Это еще один человек на Всемирном экономическом форуме, который продвигает эту повестку из Испании. Друзья, чем больше таких людей будет, тем хуже, потому что потом кто-то из них скажет: а смотрите, сколько стран выступили с такой инициативой. И что тогда? И все. И все. И тогда начнется то, что было показано в романе 1984 или в романе «О дивный новый мир», который, по сути, тоже является такими некими программами на подсознание, которые закладывались несколько десятилетий, да, через них. Так что вот что имеем, как говорится. Друзья, я просто иногда я поражаюсь. Причем, смотрите, чтобы вы просто понимали, те новости, которые мы сегодня озвучиваем, я даже сейчас вот то, что примерно подсчитывал, сколько их, это вот представьте, все, что мы сегодня с вами изучаем, озвучиваем, это только какая-то небольшая часть того, что реально происходит. То, о чем мы не знаем. То есть нам же не вся информация через прессу просачивается, да, через интернет. И вот следующая новость. Паспорт, права и СНИЛС предлагает зашить в единый цифровой документ в России. Значит, он может появиться уже в 2025 году. И самое интересное, друзья мои, что этот законопроект именно в Госдуму планируют внести в этом году. Вот в чем вопрос. То есть это уже какой-то готовый законопроект, его внесут. Что там дальше будет с ним? Будет ли он принят моментально в 3 чтениях, как они любят? Когда надо, в 3 чтениях проходит просто за пару дней сразу же. А вот что вот не очень, то одно, дай бог, чтение пройдет, а потом заморозят на какое-то время. Ну, друзья, это настолько уже очевидная безальтернативщина, что, ну,
мне кажется, каждый понимает, что там на самом деле не принимают решения. Там говорят кто-то, где-то, что будет, а другие просто делают вид, что решение какое-то принимается, на самом деле все уже решено за всех. Вот по факту так, но это просто любой человек с базовым минимальным уровнем IQ, по-моему, поймет. Потому что когда одно и то же действие по несколько раз повторяется, ты уже не можешь как бы игнорировать, что происходит что-то непонятное. Вот как в данном случае, да? И только когда какой-то общественный громкий резонанс, и если что-то такое, то да, возможно, еще откатывали назад. В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски. Намерены внедрять генетическое тестирование для будущих родителей, чтобы оценивать то, какие там наследственные заболевания могут быть у будущего ребенка. Это, кстати, следует из поручения президента. Друзья, я ни на что не намекаю, но извините. А что у нас с качеством продуктов питания? Об этом заботится кто-то? Нет, пальмовое масло на полке в магазине. А что насчет воды? Вот недавно была новость, я ее не стал как бы публиковать в Телеграме, но потому что таких новостей очень много. И Телеграм-лента будет завалена таким, что недавно провели, значит, не буду называть бренды, провели анализ бутылированной воды, там нескольких достаточно известных брендов, что там токсичный бор обнаружили. А вот теперь просто давайте попробуем представить. Те, кто по сути отвечает за то, чтобы такой фигни не было, говорят о том, что беспокоятся о том, какие генетические дети у нас родятся, что там с какими-то, не дай бог, отклонениями родятся. Вот они за это переживают, учитывая вот такие вот реалии. Пожалуйста, снимайте розовые очки. Мне 33 года. Я уже давно не живу в этой парадигме. И, знаете, я встречал много людей гораздо старше меня, которые до сих пор верят в Деда Мороза. Ну, это я сейчас, естественно, метафорически выражаюсь. Все еще доверяют кому-то, все еще пытаются... Я сейчас не говорю про что людям простым не надо доверять. Я говорю вот про вот эту вот историю все. Вот. Снимайте розовые очки, кидайте их на асфальт и растаптывайте ботинком. Оставляя их там навсегда. И следующая новость, друзья. Евросоюз на полном серьезе, это, кстати, тоже на вот этом форуме в Давосе обсуждалось. Евросоюз планирует установить системы биометрической идентификации к 2026 году везде, практически на своих границах. Это обсуждал в том числе и комиссар Евросоюза Апостолос Цицикостас. Значит, он об этом сообщал, и как бы есть даже видеоролик, вы в Телеграме можете посмотреть. Ссылочка на Телеграм есть в закрепленном комментарии в чате. Обязательно подписывайтесь, кто смотрит в записи. Ссылка на Телеграм будет в первом закрепленном комментарии. Никто не пропустит, все смогут подписаться. Вот такие вот, друзья, реалии. А теперь, все верно, мы переходим к обсуждению, наверное, самой любопытной новости, которую я встретил на этой неделе, и она сейчас, прямо в эти дни, с 26 по 31 января, максимально актуальна. И связана она, друзья, с городом Нью-Йорк, с тем, что какие могут, возможно, там события развернуться. Причем, кто смотрел, вот напишите в комментариях, кто смотрел фильм от Netflix «Оставь мир позади», где в конце этого фильма, там как раз, собственно, в Нью-Йорке были, скажем так, подорваны ядерные заряды. Вот это интересное очень совпадение с тем, что там в фильме это показали. И очень много как бы конспирологов, как западных, так и в российском сегменте исследователи обратили на это внимание. Да, друзья, я не забыл, вот ссылочки отправил в чат, подписывайтесь. Итак, переходим к этой новости, связанной с Нью-Йорком. Что же там происходит? Что сейчас там происходит? Итак, друзья, с 26 по 31 января масштабные межведомственные учения по ядерным инцидентам пройдут в окрестностях Скинкетади, штат Нью-Йорк, и близлежащих округов Олбани, Саратога и Скинкетади. Учения не будут представлять никакого риска для жителей района,
Общественность не должна тревожиться из-за связанной с учениями деятельности, включая присутствие военного персонала из самолетов, а также людей в защитном снаряжении. Министерство обороны, Министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности, Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности, а также государственные и местные партнеры проведут учения в нескольких районах. Аналогичные учения проводились также в различных регионах США с 2012 года. Участники учений будут проводить операции в средствах индивидуальной защиты для имитации реалистичных условий радиоактивного ядерного заражения. В связи с конфиденциальным характером реализуемых возможностей учебные мероприятия закрыты от общественности. Как вам такое? Я не буду... Короче, друзья, давайте так. Я сейчас вам рассказал о фактах, а теперь я вам расскажу о слухах. Есть некоторые люди, которые считают, что они якобы предсказывают будущее, типа того мужика в Америке, который предсказал, что в Трампа будут стрелять, что он будет ранен и так далее. И вот такие люди на полном серьезе заявляют, что в ближайшее время, в этом году, могут происходить различного рода, в том числе, видимо, какие-то ядерные инциденты по территории США. Это могут нам преподнести, нам, я имею в виду общественности, как месть радикальных исламских группировок за деятельность США на Ближнем Востоке, включая помощь Израилю, как вариант. По-моему, очень-очень, скажем так, хороший предлог для того, чтобы потом, если США сами же у себя эту провокацию устроят, потом можно просто какую-нибудь такую лютую свистопляску на Востоке, на Ближнем начинать, что вот как раз то, что и хотят они, видимо, сделать. Вот. Потому что если бы кто-то мог, уже бы давно что-то сделал. Но там все согласовано, друзья. Потому что, извините, история Израиля-Палестины еще с октября 23 года идет. И что, и ничего, и никто ничего не сделал. Они все контролируются, все эти радикальные, вот эти группировки все контролируются. Все под контролем полным, абсолютно. Нету никакого варианта, что произойдет случайное что-то, как какой-то там акт. Поэтому, друзья мои, наблюдаем, смотрим и изучаем. А буквально через несколько секунд мы начинаем мою любимую часть стрима, наше с вами общение, ваши комментарии. Ну, в общем, вы поняли. Итак, еще раз всем добрый вечер. Переходим к комментариям. Переходим к нашему с вами общению. И я, как всегда, пролистываю чат на самый верх, чтобы видеть, что писали вообще в начале, что в конце. Так. Немножко добавим масштаба, чтобы лучше видеть ваши сообщения. Отлично. Та-ра-та-та-та-та. О, пожалуйста, вот уже начинаю только чат читать. И, пожалуйста, юзер пишет: добрый вечер, Алексей. В городе, в котором у меня дача, тоже убрали несколько банкоматов, а их там и так почти нету. А там наличка в ходу. Люди покупают продукты в основном на рынках. Вот, пожалуйста, вам пример яркий. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мандалориан Фокс пишет: корабли НАТО уже в Финском заливе. Дмитрий Тепелин пишет: второй фронт около Белоруссии. Все может быть. Все может быть, все может быть. Вон, пожалуйста, Лудаифи пишет: выход из ВОЗ Трамп подписал с 2026 года. Ну тогда все понятно. Если с 2026 года, друзья, сейчас они в 2025 нам какую-нибудь свистопляску новую устроят,
И Трамп такой, может быть, и передумает с 26-го года выходить. Ну вот теперь вообще мне становится все более чем очевидно. Так. А Марк Брилов пишет, у нас в Казахстане полным ходом выполняется швабовская повестка 2030. Прогрев машин больше 5 минут — штраф. Больше 100 переводов без нала автоматом в налоговую. Аварийкой поблагодарил человека на дороге. Ну, короче, друзья, постепенно каждая из стран по своим возможностям, так сказать, входит в дивный новый мир. Точнее, некоторые определенные люди туда ведут. Тара-та-та-тара-та-тара-та-тан, та-та-та-та-та. Мгм. Мгм. Так. Ну что ж, друзья, вообще, те вот новости, которые за последнее время я встречаю, они говорят, что действительно год у нас будет с вами будьте нате. И смотрите, наша задача не впадать в какую-то панику, в уныние. Наша задача спокойненько, с чувством, с толком, с расстановкой изучать то, что происходит, и быть в курсе просто. Вот. Ни в коем случае не унывать, поддерживать друг друга. Обязательно, друзья, морально поддерживать друг друга 100% в такое тяжелое время. И вообще, в целом, стараться помогать кому мы только можем, если есть такая возможность, обязательно. Оставаться все-таки людьми, вот. Пытаться, по крайней мере. И, наверное, это, ну, просто период такой испытаний для всего человечества, и его нужно проходить обязательно. Вот. Соответственно, как и в жизни, у каждого свой сценарий определенный, у каждого своя дорога, свой путь. Также и вот сейчас для каждой страны, наверное, все будет по-разному проходиться. Но в чем я убежден, что в жизни есть определенная цикличность, как с разными периодами, да, там разные циклы есть. И действительно, если мы с вами посмотрим, есть любопытный календарь, да, 12-летних циклов. Если мы на него посмотрим, то мы поймем, что 2025 год по своим характеристикам очень похож на 1941, на 1917 годы. И это любопытно. Это годы, по крайней мере, для России очень масштабных таких перемен, турбулентных, серьезных. Вот. Ну и, наверное, для всего мира тоже будет так. Потому что если мы берем период как раз-таки, например, той же Великой Отечественной войны, это серьезный исторический отрезок. Да, с точки зрения вообще глобальной вот этой шкалы временной, 5 лет отрезок, это он ни о чем просто, как миг. Но вспомните просто, как мир перетрясло во время Великой Отечественной войны, Второй мировой. Очень серьезно. Вот. И мы уже на примере вот этого времени в истории, да, 5 лет всего, а сколько всего поменялось, сколько, ну, вообще судеб, ну, в общем, мы должны с вами понимать, что вот мы живем, допустим, много-много лет в изобилии, все хорошо-хорошо, а потом как резко наступает период вот таких вот потрясений, и как бы все происходит заново. Поэтому, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай, надейся на лучшее,
Ну, готовься, сами знаете к чему. Поэтому будем, так сказать, изучать информацию, но не будем унывать, будем стараться это использовать для того, чтобы просто быть морально готовыми к возможным всяким вещам. Так, сколько у нас? 538 человек, ну неплохо, неплохо. Неплохо, очень неплохо. Алина, короче, Алина пишет: как вы думаете, почему Трамп не поставил руку на Библию, когда дал присягу перед народом? А вы подпишитесь на мой телеграм-канал, там этому целый пост посвящен. Ссылочку вам отправил. Сол спрашивает, давно стрим идет? Нет, недавно. Стрим идет почти час. Я даже сейчас скажу, сколько идет. Стрим идет 51 минуту, кстати, уже. Ну, вы не переживайте, в записи стрим сможете посмотреть. Без проблем. Без каких-либо проблем. Я, кстати говоря, друзья, уже, ну, вам, наверное, сообщал о том, что я не любитель долгих каких-то вот этих вот вещаний. То есть для меня час — это золотой стандарт. Час стрима — это идеально, на мой взгляд. По поводу голограмм вы пишете, в принципе, верно, но я пока что, знаете, пока что не было такого инцидента, где глобалисты использовали именно такую явную голограмму масштабную, которую там огромное количество людей бы увидело и что-то с этим потом сделал. Ну, то есть объявили какое-то событие, и люди поверили. Пока такого не было. Я, конечно, не исключаю, что у них очень продвинутая техника в этом смысле, но пока мы этого не видели, мы не можем судить. Будут ли они это использовать так широко, как хотели бы, или не будут, понимая, что их раскусят? Это пока что еще дискуссионный вопрос, на самом-то деле. Время покажет. Они ведь, понимаете, не все, что хотели бы реализовать, реализуют. Мы это видим с вами на примере того же плана с модной хворью, да? Хотели всех загнать навсегда, но столкнулись с сопротивлением, понимаете? Так что не все им удается, не все. Далеко не все. И это радует. Это хорошая новость. Это очень хорошая новость, друзья. Хорошие новости тоже есть. Просто их чаще сегодня поменьше, чем хотелось бы, но они есть. Они есть, что не дает нам унывать. Кстати, друзья, мы с вами продолжаем. Теперь, я думаю, надо это сделать традицией. В конце каждого стрима давайте вот что сделаем. Вот прямо максимально все, кто сейчас смотрит стрим, пожалуйста, не поленитесь один раз это сделать. Давайте друг другу сейчас всем, вот кто в чате в этом находится, на стриме, напишем в комментариях самые добрые, самые теплые слова, которые вы бы хотели пожелать. Вот просто что в голову первое пришло, например, друзья, я вам желаю крепкого здоровья, я желаю мира в ваш дом, и чтобы каждый нашел себя, каждый обрел Бога в своей жизни, который бы подсказал ему, что нужно делать, да, вот, и старался бы, чтобы исправлять свои ошибки и свое нутро в негативном аспекте. Всем желаю этого. Вы представляете, как это приятно? Каждый из вас сейчас не сидит и другим пишет доброе, и вы читаете то, что вам пишут. То есть мы друг другу, вы друг другу, мы все пишем добрые слова. Это очень сильно работает, друзья. Это заряжает после стрима, вот несмотря на то, что неприятно изучили, мы все равно вот этим самым даем понять, что люди еще живые, настоящие остались, и то, что мы можем друг другу чего-то хорошего пожелать, а не только там спорить в чате о чем-то, каких-то вещах, возможно, неважных, а что гораздо важнее то, как мы друг к другу относимся. Это гораздо важнее.
читаю, вот смотрите, я просто читаю, и у меня душа радуется, когда я вот, ну, читаю то, что вы пишете. И надеюсь, что и вы тоже сейчас улыбаетесь, читая то, что вам ваши же соратники, можно сказать, пишут, которые также интересуются всеми этими темами, и которые также переживают за мир и за то, что происходит в мире сегодня. Мне очень приятно, что многие из вас, даже, возможно, кто обычно просто смотрит стрим, но ничего не пишет, сейчас пишут вот эти добрые слова, пожелания. Это просто невероятно, друзья. Вы чувствуете это, как мы это все делаем вместе? Ну, то, что вот вы пишете, и такое вот, такая радость для всех, что люди такие позитивные, добрые слова могут писать. Это может сделать вообще каждый. Если тему какую-то обсуждать, э, не каждый решится, да, там писать комментарий какой-то, вопрос задавать, то здесь любой может это сделать и добавить немножечко добра в этот общий сундучок с ним. Друзья, я очень рад, что есть люди, которые не ленятся даже вот такие вещи, простые, казалось бы, написать, но очень важные для многих, что сейчас многие улыбнутся и почувствуют себя немного лучше. И потом еще, я знаю, обычно люди и в комментариях под видео пишут, то есть вы сейчас в чате стрима пишете вот эти добрые все слова, а люди потом еще добавляют просто в комментариях. Ну, это ж приятно как читать. Вот представьте, заходите вы к какому-то видео, да, и читаете комментарий, читающий, желаю тебе добра, любви, там, здоровья и так далее. Ну, кому будет неприятно от такого? Я считаю, что вот это нужно прям тоже продвигать. Вот, культивировать, прямо, знаете, специально, вот как говорил Леонов, актер известный, быть хорошим человеком – это привычка. И мы можем приучить себя побольше друг другу добрых слов говорить, добрых пожеланий. И вы знаете, есть даже такой психологический, как говорят, прием, что если тебе грустно, попробуй искусственно даже улыбаться. Потом раз, то есть со временем ты привыкнешь, что можно как бы из любого плохого настроения выходить в хорошее, в доброе, и еще и других людей вместе, так сказать, в позитивное вот это настроение погружать. Спасибо большое, друзья. Моя душа радуется, когда я читаю, что люди еще способны писать красивые друг другу добрые обращения. Я желаю вам замечательного воскресного вечера, чтобы ничто из этих каких-то там новостей не выводило вас из себя, не убирало все равно какой-то покой и, скажем так, тепло из ваших сердец, и чтобы вы всегда могли помочь друг другу, если не делом, то хотя бы добрым словом, как вы прямо сейчас делаете это в чате, каждый из вас. Поэтому всем добра, хорошего отдыха и, надеюсь, увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока.